Сегодня делаем самый простой муссовый торт на ягодной основе. То есть за основу мы будем брать вишню, любую замороженную, свежую, какая у кого есть. На самом деле ягоды можно вообще брать любые. У меня здесь есть даже клубника в муссе, который внутри торта. Муссовый торт в домашних условиях делается очень быстро, всего полчаса. На застывание уходит часов 5. Сначала нужно сделать коржи 1 или 2. То есть мы делаем коржик на желтках. Он самый вкусный, нежный, мягкий, очень быстро делается, никаких хлопот с ним нет, у всех абсолютно получится. Для этого нужно желтки смешать с сахаром, с ванилином. Из сахара сделать обязательно сахарную пудру. Так легче взбивается и частичек, крупинок сахара не будет. Просто взбивайте белки в пышную плотную пену, чтобы яйца побелели и все растворилось. Далее смешайте сухие ингредиенты и добавьте к получившейся пене из яиц и сахара. После чего выпеките корж, как написано, при 170 градусах 30 минут. У меня яйца прямо из холодильника. В принципе, температура яиц вообще не важна. Добавьте ванилин, как уже сказала, и сахарную пудру. И просто взбивайте миксером минуты 4-5. Это несложно. Можно делать ручным миксером. Абсолютно у всех получится. С помощью планетарного, наверное, чуть быстрее будет. Но, в принципе, наверное, так же. Я не буду сокращать видео, чтобы вам было ясно, понятно, насколько сильной, густой пеной должны стать яйца с сахаром. А то многим непонятно, как взбивать. Уже поднимался вопрос. Так что вот, смотрите, яйца белеют, белеют, белеют. Пена, собственно, у нас вот становится довольно густой, пышной. Сейчас мы в эту яичную пену будем добавлять сухие ингредиенты. Я сказала, что нужно будет предварительно просеять 1-2 раза все сухие ингредиенты. То есть смешать их предварительно и просеять. Вот, пена у нас практически готова. Сейчас я уберу ножки венчика, оставлю всего одну и ею подмешаю муку. Вот прям просеиваете сюда в тарелку и смешиваете. Тесто получается довольно-таки густоватое. Так и должно быть. Все, тесто готово. Теперь его переложите в форму и просто выпеките 30 минут на 170 градусов. Бисквит довольно сильно поднимется, будет ровненький, красивый, желтенький. По вкусу очень-очень нежный. Вот такой красивый бисквит у нас получится. Видите, как хорошо поднялся. То есть вы для домашнего суфле просто разрежьте его пополам. Вот такие красивые коржи получаются. Пористые, мягкие, нежные. Вот их даже пропитывать не нужно. Вот, посмотрите, такая вот текстура. Все, как только коржи остыли, делаем ягодное суфле. Замочите желатин в небольшом количестве в воде, пускай он набухнет. Я предварительно сделала ягодное конфи, делается оно очень просто, ссылочку я дам. Там просто смешайте кукурузный крахмал с сахарной пудрой, добавьте к яйцам и уварите до густоты сметаны. Все, там больше ничего делать не нужно. Я сделала это вообще заранее, еще вчера. Сейчас смешайте просто сгущенку с маслом. Так вилочкой взбейте, собственно, там особо взбивать ничего не нужно. Ни миксером, ничем другим. Просто рукой вот так вот разомните, в однородную массу. Хотите, миксером взбейте. И отставьте в сторону. В холодильник ставить не нужно. Теперь пробейте блендером наше ягодное конфи в однородную массу. У меня здесь вишня и облепиха. Вы можете вообще взять любую ягоду, малину, клубнику, какую хотите. Пробейте в хорошую такую однородную пену. Косточки потом удалите, если вы вот ягодные косточки. С помощью сита удалите косточки. Просто в сито немного наливаете пюре и ложкой его мешаете. Косточки уйдут. Теперь собираем наш тортик. На дно положите половину коржа. Я его разрезала на 2 части. Все, теперь делаем наш ягодный мусс. Делается это очень просто.
Вообще домашний ягодный мусс, домашний ягодный тортик – это произведение искусства. Вы можете делать его из чего угодно, как угодно, с чем угодно. Все ингредиенты главное смешать и добавить просто желатин. Залить сверху этим коржи. Все, собственно, больше ничего делать не нужно. Здесь в ягодное конфи я добавила нашу взбитую сгущенку с маслом, добавила еще сметанки и сливочного сыра. Все хорошо пробила блендером. Собственно, добавила в конце желатин, как я уже сказала, и залила сверху этим наши коржи. В 2 ряда. Сначала корж, потом мусс, потом опять корж, потом опять мусс. Когда тортик постоит в холодильнике где-то часа 3, сверху добавила еще другой мусс. Ну, тоже примерно то же самое. Но там у меня была клубника, а не вишня. И в целом получилось очень-очень вкусно, когда все это застыло. На ночь я поставила. Вот, рикотту я еще добавила. Это творожный сыр. То есть у меня оставался просто в холодильнике. Я его туда же положила. В итоге получилась очень нежная консистенция мусса. Он не резиновый абсолютно. Очень-очень нежный. Ну вот у нас готов первый слой коржа и сверху ягодный мусс. Сверху кладем еще один корж. И вот эту заготовку я убираю в холодильник часа на 3. У меня осталось еще немного мусса. Я добавила клубники. Ну то же самое, там сметаны. И собственно все те же ингредиенты. Просто немного других ягод. У меня не осталось рикотты, я добавила сливок. И вот через 3 часа, когда был готов уже мусс, я залила еще верхний слой. Собственно, получился такой вот уже тортик, который можно украшать по желанию, если вы, допустим, его кому-то дарите. Если он остается домашним, то я просто украсила его шоколадом в одном случае, а во втором сделала сверху желе клубничное. Получается просто нереально вкусно. Все вот так утром уже выглядит полностью готовая заготовка. То есть вы можете его и так кушать, если это домашний торт, а можете украсить сверху шоколадом или залить еще сверху верхний слой просто желе ягодное. То есть это вообще по желанию, как угодно. Вот у меня такой тортик был. Я сделала шоколад. А потом сверху еще залила желе. На фото будет видно. Мы его быстро очень съели. Всем приятного аппетита!